Вот так вот обрезана яблоня. Это зимняя яблоня, очень сладкая, очень вкусная. И вот если хотите хороший урожай, крупные яблоки, то надо, не жалея, обрезать деревья. И вот сейчас я обрезаю деревья. Это, конечно, занятие очень трудное. Это очень долго. То есть вокруг этой яблони я хожу 3 раза и 3 раза нахожу, что нужно срезать. Вырезаю. Я, конечно, не профессионал. Вырезаю все внутренние ветки, которые идут вовнутрь, и ветки, которые пересекаются. И укорачиваю самые длинные. Вот такая вот у меня обрезка. Деревьев очень много. Нужно все успеть. И черешни, и сливы, и яблони, абрикосы. Это, можно сказать, последняя неделя, когда как бы по нашей погоде это можно сделать, потому что потом пойдет уже высокая температура, пойдет жара, и это уже делать нельзя, пойдет сокодвижение. И это даже уже поздновато, это нужно было сделать в конце февраля, но все не успеешь. Вот хоть немножко то, что успеваю, то делаю. Все, продолжаю обрезать сад. Иду собирать яйца. У меня очень мало времени. Цель приезда была не яйца собирать, а обрезать деревья. Очень много у меня плодовых деревьев. Обрезаю сад, поэтому яйца собирать иду очень быстро. И это будет яйца за 2 дня. Меня не было всего лишь 2 дня. Все, быстренько идемте соберем яйца. Еще даже гнезда не убрала, не почистила. Смотрите, все в помете, все грязное. Ну, хочу быстренько собрать. Вот, это за 2 дня. Вот такая красота. Быстро собираем. И продолжаю резать деревья. Садить легко, вернее сажать деревья, а ухаживать за ними очень трудно. Особенно, когда в прошлом году в это время мой сад был в оккупации и весь мой двор. И в прошлом году я обрезать не смогла ни одного дерева. А приехала я сюда только в апреле. По-моему, 13 апреля я смогла приехать на дачу после оккупации. И таким образом сад у меня остался не обрезанный. Поэтому в этом году очень много работы. Очень трудно. Наросло лишних веток очень много. Так, это в нижних гнездах. Ой, не смотрите, очень грязно, но я еще не убрала. Меня просят показывать, даже если нет яиц, все равно просят показывать. В этих гнездах нет. За 2 дня никакая курочка не захотела туда подняться. Зачем ей карабкаться наверх? Что такое? Если можно, снести яйца в нижние гнезда. Так, и мы идем с вами к молоткам. Идемте к молоткам. Так, наверное, начнем с вот этого гнезда. Собираю. И, кстати, сегодня Марусю словила на горячем. Снять вам не смогла, потому что в это время я сидела на сливе. Маруся через забор в пасти несла яйцо. И я вам его покажу, потому что я у нее это яйцо отобрала. Но снять вам не смогла, потому что сидела на дереве. Так, верхние
гнездо у нас так и есть. О, смотрите, одно яйцо здесь. Так, все-таки проваливается. Уже какая-то курица все равно туда несет. Так, и яйцеприемник. Сейчас посмотрим. Нет, здесь ничего нет. Вот это яйца моих кур. Но это еще не все куры. Еще же в теплице у меня сидят куры. В подстилке не вижу, нету зеленого. Не вижу. Или же коты уже добрались до этих яиц зеленых, или же просто курочка не снесла их. Идемте в теплицу. Вот эта курочка несет зеленые, зелено-голубые яйца. Это помесь моих обычных курочек с амерауканом. И получаются вот такого цвета яйца. И даже не могу вам их показать, к сожалению. Эта принцесса, как всегда, на посту сидит, гадит на механическую кормушку. Все время тут стоит. А это ее кавалер. Достал, наверное, ее кавалер, и она от него прячется и стоит все время на этой кормушке. Теперь идем в теплицу, посмотрим, что там у нас с яйцами. Вот она. У нее я отобрала яйцо. Она его сидела в пасти. В пасти, причем она его перепрыгивала через вот этот весь забор, через верх, прыгнула и начала кушать. Но я в это время сидела на сливе. Естественно, пока я прибежала, яйцо-то я забрала, но не сняла вам. А само яйцо я вам сейчас покажу. Вот, смотрите. Острым клыком кошка надкусывает яйцо. Вот это яйцо было у Маруси. Главный поедатель яиц — это Маруся. Вот так вот. Я его забрала. Отдам дома собаке. Котам во дворе яиц я больше давать не буду. Вот так вот кормила их яйцами, которые надколотые, надбитые. И научила, сама виновата, сама научила кошку мою кушать яйца. А в теплице у меня сидят маран, петух с курочкой. И вот такие 4 чубатые курочки из моего общего вольера. И для тех, кто не помнит или, может, не знает, в прошлый раз, когда я приехала, я обнаружила, что эти куры съедают в ящике все яйца, и в том числе марана. И поэтому ящик я убрала, вынесла его и оставила только металлическое гнездо с яйцесборником. И сейчас мы посмотрим. У них одно гнездо. Что, яиц хочется? Нетушки, нетушки, я вам не дам. Вот, видите, как куры? Ну что, будем смотреть? Так. Плохо, что гнездо на земле стоит. Вот, смотрите, пожалуйста. А что я вам говорила? Ага, вот то, что я и говорила. Вот они. Вот. Эти яйца были съедены. Меня не было всего лишь 2 дня. Вот яйцо есть. И даже вот моих чубатых кур тоже 3 яйца. Вот какая-то из этих курочек. Это курочка маран. А вот какие-то из этих снесли вот эти яйца. И все, и яйца в целости.
Ай, как она сильно укусила. И яйца в целости и сохранности. Я так и знала, что куры съели яйца. Не может такого быть, чтобы маран, курочка, не неслась. Вот она. Она, конечно же, несется. Но яйца они в ящике съедали. Поэтому вот всем рекомендую. Сделайте себе хотя бы одно гнездо вот такое. И вы увидите, как это классно, когда есть гнездо, из которого ни куры, ни коты, никто не может достать яйца, кроме вас. Вот за 2 дня вот такое количество яиц. Вот так вот, видите? Секунда, и яйцо уже вот так быстро куры и съедают в гнездах яйца. Вот как только они его снесут, вот так мгновенно, вот за секунду я не успела опомниться, а они уже начали есть яйцо. Вот так вот многие даже, может быть, возможно, думают, что у них куры не несутся, а они просто сразу съедают свои яйца. Мгновенно расклевывают яйцо. Представляете? Я сижу рядом, и вот мгновенно расклевали яйцо. Ну, у шелковых, я думаю, та же самая история. Яиц нету. Вот так вот сравните, когда у ваших кур простые гнезда, обычные ящики. Куры научились кушать яйца. И все. И яиц нету. Такого быть не может, чтобы вот эти 3 курочки за 2 дня не снесли ни одного яйца. Просто такого быть не может. Надо срочно переселять шелковых в домик, там, где есть гнездо с яйцесборником. Иначе яиц шелковых не видать. Надо срочно их переселять. Тем более, что мне в теплице уже нужно делать посадки. Мне надо все здесь перекапывать. Поэтому в следующий раз будет большое переселение. Я, конечно, не специалист, но вот так вот получилось у меня яблоня. Вот так вот слива. Белый налив. Вот так вот обрезали абрикосу. Ну и посмотрите, сколько веток. Вот это все нужно куда-то девать. Смотрите, сколько веток. Это ужас, сколько веток. Сад не обрезался всего лишь прошлый год. Вот так. Обычно я стараюсь каждый год обрезать. Вот там вот еще груша обрезанная. Здесь яблоня граф Эзо. Вот так вот досками это подперли, потому что она повалилась. Очень мягкая земля, и когда оттаивает снег и сильный ветер, у нас прямо валит деревья. И так каждый год нужно выровнять дерево и прямо подпереть его, чтобы оно втянуло корнями воду. Ну и вот такая вот венгерка слива. Вот так вот обрезала венгерку.
Ну, еще много деревьев вокруг дома и за домом. Много работы сделано. Цель поездки была обрезка сада. Спрашивали меня про петухов. Вот во втором вольере у меня 2 петуха. И как бы таких сильных больших конфликтов между ними нет. Это потому, что они выросли вместе с маленького цыпленочка. Они были вместе, они друг друга знают. И поэтому у них пока все мирно. И меня спрашивали, что я делаю, чтобы петухи не дрались. А петухов я начинаю себе выбирать еще когда они очень маленькие. Я присматриваюсь к ним. Самые конфликтные, самые боевые уходят первые. Убираю их первыми, начиная из 4 месяцев. И таким образом у меня остаются самые добрые, но в меру активные петухи. Я выбираю их и по размеру, чтобы был не сильно крупный, но и не мелкий. А петушок должен быть средний. И, естественно, присматриваюсь к характеру петуха. А вот эти 2 петуха уже гоняются друг за другом. Но благодаря тому, что вольер у меня вот такой большой, им есть где побегать. Вот этот белый отстает, а главный здесь вот этот коричневый петух. И, естественно, белого петуха он немножко гоняет, но не до кровавых драк. Без этого обходится. И вот когда они еще маленькие цыплята, я уже присматриваюсь. Я уже смотрю, какой мне петушок нравится, как он себя ведет. Кстати, я заметила, что чубатые петухи и чубатые куры очень-очень мирные куры. Драк особых у чубатых никогда я не видела. Дерутся обычные куры. А вот такие с чубчиками, они мирные. Наверное, из-за того, что они практически ничего не видят. Вот они такие практически ручные куры, потому что они из-за своей прически видят только то, что у них под ногами.